Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие красивые маки. Вот как они красиво смотрятся. Такими маками можно украсить пинетки, повязку, сделать заколку из таких цветов. Также можно украсить одежду и где угодно, где подскажет вам ваше творчество. И вот сегодня с вами мы начнем вязать такие очень красивые цветы. Для маков я буду использовать пряжу Violet Yarn Art. В 50 граммах 282 метра. Это стопроцентный хлопок. Также буду использовать два крючка. Один на 1 миллиметр, второй на 1,5 миллиметра. И для серединки мака нам потребуется пряжа, любая другая, только чтобы она была немного толще, чем наша основная. Хотя можно использовать и основную пряжу тоже. И начнем наше вязание из серединки мака. Как вы видите, она вот выпуклая. И сейчас я покажу, как ее нужно вязать. И вот я беру крючок, вот другой, там где у меня круглая ручка, вы можете использовать тоже крючок или ручку или карандаш. И беру пряжу, о которой я говорила, что можно взять немного потолще, можно брать и основную пряжу. И начинаем обвивать вот ручку нашей пряжей. Обвиваем, я вот видите, не считаю сколько, ну, приблизительно можно 20 раз обвивать, 25. Вот я смотрю уже по толщине, меня будет уже устраивать вот такая толщина, чтобы была. И снимаю вот с ручки. Беру крючок 1,5 в серединку и беру тот цвет, которому у меня будет вот серединка. В моем случае это вот серединка будет голубая. И начинаем обвязывать ту пряжу, которую вот мы обмотали. Вот в серединку захватываем рабочую нить и провязываем как столбики, без накидов мы провязываем. И вот так будем обвязывать по кругу. Потом, когда мы довяжем один раз вот по кругу, будем обвязывать еще по второму ряду. Располагаем близко друг к другу вот столбики. Вот так обвязываем. Когда вот дошли уже до конца, белую пряжу можно обрезать. Она нам уже не нужна.
Вот. Так вот с лицевой стороны получается. Это мы все спрячем, когда будем второй раз обвязывать. Так что вы не волнуйтесь, если у вас тоже вот так получилось, что просматривается другая нижняя пряжа. И вот так обвязываем сверху столбики вот по второму ряду. И плотненько друг возле друга провязываем все столбики. И будем вязать до тех пор, обвязывать, пока вот внутри, как вы видите, вот есть дырочка и проходит крючок. И провязываем до тех пор, пока у нас полностью не уплотнится, что крючок уже туда не сможет пролезть. И вот так обвязываем. И вот такая серединка у нас с вами получилась. Вот. Теперь будем вязать лепесточки. Всего лепестков у нас 1, 2, 3, 4, 5 лепесточков. Сейчас мы будем их распределять по нашей серединке. Я беру розовую пряжу, так как у меня мак будет розового цвета. И захватывать мы будем за задние стенки петельки. Вот не за 2 петельки, а только за заднюю стенку петельки. И все это наше вот количество столбиков нам нужно поделить равномерно на 5 лепестков. Вот я захватываю за заднюю стенку, присоединяю рабочую нить и набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваю наизнанку, на обратную сторону, и вот отсчитываю 1, 2, 3, 4, и вот в 5 столбик за заднюю стенку столбик без накида. Теперь провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитывая 1, 2, 3, 4, 5. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, так как мне нужно эту все эти столбики распределить еще на 3 лепестка. Еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И это вот все расстояние сделаю еще 6-ю воздушную петлю, так как здесь расстояние вот побольше, мне нужно разделить на 2 лепесточка. И еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся в тот столбик, с которого мы начинали все вязать. Вот мы распределили все наши лепесточки. Теперь будем обвязывать лепесточки столбиками с накидом. В первом ряду будем обвязывать с 2 накидами. Этот хвостик сразу можно ввязывать в лепесток.
Набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. И нам нужно провязать 8 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы провязали 8 столбиков с накидом. 8 столбиков с 2 накидами. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду 3 воздушных петли для подъема. Разворачиваем вязание. В следующий столбик провязываем столбик с 1 накидом. Далее из одного столбика вывязываем 2 столбика с 1 накидом, 1, и сюда же провязываем второй. Теперь 1 столбик с накидом. Из следующего вывязываем из одного столбика с накидом 2. Снова 1 столбик с накидом. Из одного столбика вывязываем 2. И довязываем по одному столбику с накидом. 1. И там, где были воздушные петли для подъема, 1 столбик с накидом. Теперь 4 воздушные петли для подъема, так как в третьем ряду мы будем провязывать столбики с 2 накидами. Разворачиваем вязание. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда, кроме вот первого и последнего, нам нужно провязать по 2 столбика с 2 накидами. Сделали 2 накида, и вот с одного столбика вывязываем 2. И так довязываем до конца ряда, но в последний столбик мы провяжем только 1 столбик с 2 накидами. Из одного вывязываем 2, снова 2 столбика с 2 накидами. Еще повторяем. Так у нас лепесточек будет расширяться вверху. Еще 2. Снова 2 столбика из одного. Предпоследний столбик из одного вывязываем 2. И вот мы довязали до последнего столбика.
последний столбик провязываем один столбик с 2 накидами. Вот что у нас получилось. Вот у нас здесь получилось 22 столбика. Можете пересчитать с 2 накидами. Теперь вяжем 4 ряд. 1 воздушная петля для подъема. Сюда же в этот столбик провязываем столбик без накида. И так в каждый столбик от предыдущего ряда провязываем по столбику без накида. И так довязываем вот до конца этого ряда. И вот довязываем столбики без накида. Довязали. И там, где воздушные петли у нас были, тоже провязываем вот столбик без накида. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и еще один ряд провязываем столбиками без накида. Вот так в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. И вот довязали до уголочка. Здесь тоже воздушную петлю вот провязали вот так столбик. Вот как у нас выглядит наш лепесточек. Видите, вот какое получается расширение. И теперь разворачиваем вязание, и по одной стороне нам нужно провязать столбиками без накида. И вот так делаем обвязку. И довязываем. Там, где у нас столбик с одним накидом, один столбик провязываем. А там, где у нас было 2 столбика с 2 накидами, провязываем 2 столбика. И вот так выглядит наш лепесточек. Теперь сделаем соединительную петлю вот в саму арочку под воздушные петли и переходим на вторую арочку. Тоже сделали вот соединительную петлю. И теперь для подъема 4 воздушные петли. И снова провязываем, вот как мы провязывали все ряды на лепестке. Вот я показываю, провязываем с 2 накидами. Нам нужно провязать 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот это мы с вами провязали вместе вот один ряд. Вот так. И теперь дальше провязываем вот 1, 2, 3, 4, 5 ряд. И провязываем вот по сбоку
лепесточек. И так вяжем. Еще осталось вот 1, 2, 3, 4 лепестка. Довязываем их самостоятельно. И когда мы связали все 5 лепесточков, вот что у нас получилось. Теперь нам нужно обвязать каждый лепесточек. Обвязывать мы будем вот таким образом. Соединительная петля и 1 воздушная петля. Соединительная петля и воздушная петля. Снова соединительная петля, воздушная петля. И так со всех краев будем обвязывать лепесточки, чередуя соединительную петлю и воздушную петлю. Вот так обвязываем. Соединительная петля вот на уголочке я сделала, воздушную петлю, и снова сюда провяжу соединительную петлю для того, чтобы на уголочках красиво ложилась наша обвязка. Сверху, так как у нас обвязано столбиками без накида, то в каждый столбик провязываем соединительную петлю и воздушную петлю. Так, соединительная петля, и в каждый столбик провязываем соединительную петлю. И вот так обвязываем. Так, здесь каждый лепесток. Довязали вот снова до поворота, вот до уголочка. Соединительная петля, воздушная петля, и сюда же я провязываю снова соединительную петлю в тот же столбик, в который уже была провязана перед этим соединительная петля. И вот так довязываем. Соединительная петля, еще делаю вот одну соединительную петлю без воздушной петли и перехожу на следующий столбик. Соединительная петля, еще одну делаю соединительную петлю, а теперь чередую воздушная петля, соединительная петля. И вот так обвязываем все наши лепесточки. И вот мы вязали все лепесточки на нашем маке. Вот они выглядят точно так же. Теперь нам осталось сделать вот серединку, обвязать. Я буду использовать, сразу планировала белую пряжу, а потом решила, что буду бирюзовую пряжу использовать для обвязки серединки. Мы будем сразу обвязывать вот такие вот тычиночки у мака и будем сразу пролаживать вот такие полосочки.
Здесь у меня их 6 штук. Значит, будем распределять тоже на 6 штук. В серединку листочки, вот видите, лепесточки я загнула. В серединку прокалываем вот наш крючок, захватываем рабочую нить. Вот так. И заводим крючок вот за серединку, вот за столбики. И вот так провязали. И теперь будем провязывать тычинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я буду делать на 15 воздушных петель. Вы смотрите, можете длиннее сделать, можете так же само. И в тот же самый столбик делаем соединительную петлю. Так, провяжем сейчас соединительной петлей. Вот так провязали. Переходим на следующий вот столбик в серединке. Снова сделали соединительную петлю и набираем 15 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И снова в этот же столбик соединительной петлей переходим на следующий столбик. Соединительная петля и еще 15 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Соединительная петля в этот же столбик. Так, теперь вот смотрим. Можно сделать еще вот на серединке одну полосочку. Для этого мы вот оставляем петелечку небольшую, протягиваем вот крючок, прокалываем в серединку, захватываем рабочую нить. Так, вот вытянули петелечку. Теперь вот соединили их две вместе и под там, где вот серединка, и вот провязали столбик без накида. И снова набираем 15 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И сюда же провязываем вот соединительную петлю. Теперь переходим на следующий столбик. И снова провязываем 15 воздушных петель. И вот по такому принципу обвязываем все далее. И тоже распределяем так, чтобы у нас вот поместилось 6 вот таких полосочек. Ну а там по желанию можно сделать и больше, если у вас получается больше. И провязываем вот такие вот тычиночки до конца нашей серединки. И вот такой красивый маг мы сегодня с вами связали. Вот так он смотрится. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!